Самое время переключиться на ОККО. Переключись на ОККО. Первый месяц всего за рубль. До конца года за полцены. С тех самых пор, как человек узнал о существовании иных миров, его мучает вопрос, пригодны ли они для жизни. Ученые обнаружили уже тысячи планет за пределами Солнечной системы. Однако большинство из них совсем не похоже на Землю. Тем не менее, среди множества разнообразных небесных тел, разбросанных по бескрайним просторам Вселенной, встречаются и максимально похожие на наш родной дом. Их согревают теплые лучи близкого светила, а на поверхности можно обнаружить обилие жидкой воды. И тем удивительнее становится тот факт, что один из таких миров долгие годы прятался совсем рядом с нами. Первый космический. Прежде чем отправиться в космическое путешествие за пределы нашей системы, необходимо понять, как же из тысяч планет выбрать наиболее похожую на Землю. Какими параметрами должен обладать этот удивительный мир и на что нужно обратить внимание в первую очередь? Очевидно, что планеты, пригодные для зарождения и поддержания жизни, всегда представляли особый интерес для исследователей. Однако выделить подходящие небесные тела из множества обнаруженных не так просто. Для того, чтобы иметь четкий критерий отбора, ученые сформулировали так называемый индекс подобия Земле, сокращенно обозначаемый ESI. Он базируется на нескольких основных параметрах: радиусе планеты, ее плотности и средней температуре поверхности. Их сочетание позволяет при необходимости вычислить массу объекта, его приблизительный состав, уровень гравитации, наличие атмосферы и некоторые ее характеристики, а также присутствие жидкой воды и другую информацию о планете. Эталоном данного индекса является Земля. Ее показатели признаны идеальными, а ESI равен единице. Опираясь на значение индекса землеподобия, все известные объекты можно условно разделить на 3 категории. К первой относятся небесные тела, ESI которых составляет менее 0,5. В основном это газовые ледяные гиганты, а также экстремально горячие или, напротив, холодные объекты. Большинство планет и спутников Солнечной системы относятся именно к этой категории. Достаточно всего одной характеристики, выходящей далеко за пределы допустимых значений, чтобы небесное тело стало неблагоприятным для зарождения и поддержания жизни. Возьмем для примера Венеру. Радиус и масса этого небесного тела очень близки к земным параметрам. Однако из-за близости к Солнцу и плотной атмосферы температура на поверхности чрезвычайно высока. Из-за этого, несмотря на внешнюю схожесть с Землей, ESI Венеры невелик и составляет всего 0,44. Разумеется, ни о какой жизни на ее поверхности речь не идет. Вторая категория объединяет небесные тела, ESI которых лежит в пределах от 0,5 до 0,7. Эти объекты уже больше похожи на нашу родную планету. В основном они представляют собой каменистые миры со сравнительно умеренной температурой. Однако сюда могут также относиться планеты-океаны и даже некоторые крупные спутники. При этом относительно высокий индекс сам по себе не гарантирует благоприятные условия для жизни. Например, маломассивные планеты зачастую не способны удержать достаточно плотную атмосферу, а их магнитное поле слишком слабое, чтобы защитить поверхность от смертельно опасного излучения. Иные же небесные тела могут быть расположены слишком близко к материнскому светилу, из-за чего неизбежно попадают в так называемый приливный захват. Очевидно, что все эти факторы существенно снижают шансы зарождения и поддержания жизни. К третьей же категории относятся небесные тела с высоким показателем индекса более 0,7, и все они находятся за пределами Солнечной системы. Согласно расчетам, размеры этих миров и условия на их поверхности потенциально близки к земным. Но есть среди них планета,
максимально подобная нашей. И расположена она всего лишь в 12,5 световых годах от Земли. Этот удивительный мир обращается возле звезды Тигардена, небольшого красного карлика, открытого в 2003 году. Данное светило в 1370 раз тусклее Солнца, а значит, несмотря на близость к Земле, его невозможно заметить невооруженным глазом. Масса крошечной звезды составляет около 9% от солнечной, а радиус примерно на 5% превышает радиус Юпитера. Гравитационных сил едва хватает, чтобы поддерживать термоядерную реакцию в недрах светила. Поэтому температура его поверхности равна всего лишь 2900 кельвинам или приблизительно 2630 градусов Цельсия. Как и у всех красных карликов, зона обитаемости звезды Тигардена сравнительно узкая и расположена очень близко к ней. Еще в 2019 году, после продолжительного наблюдения за собственным движением светила, в его системе были обнаружены 2 экзопланеты. Причем одна из них находится за пределами зоны обитаемости, а вторая внутри нее. Внешняя планета, получившая обозначение Тигарден-Си, движется вокруг центра системы по практически идеальной круговой орбите радиусом в 0,45 астрономической единицы, совершая полный оборот за 11,5 дней. Предполагается, что это каменистое небесное тело, масса которого на 11% превышает земную. Радиус же, согласно приблизительным расчетам, на 3,5% больше радиуса нашей планеты. К сожалению, условия на поверхности Тигарден-Си далеки от комфортных. Из-за крайне малой светимости материнской звезды объект получает от нее на 63% меньше энергии, чем Земля от Солнца. Вследствие этого расчетная температура на поверхности небесного тела составляет в среднем минус 47 градусов Цельсия, что слишком мало для поддержания жизни, как минимум в привычных для нас формах. Однако нельзя исключать возможность того, что, подобно спутникам Юпитера, Тигарден-Си может скрывать под толстым слоем льда обширные океаны соленой воды с более мягкими условиями. Внутренняя же планета системы носит название Тигарден-Би, и именно она в настоящий момент является самым похожим на Землю объектом из обнаруженных. Ее ESI составляет 0,95, что всего на 0,05 меньше эталонного показателя Земли. Данное небесное тело расположено в 0,25 астрономической единицы от своего светила и делает полный оборот вокруг него чуть менее чем за 5 дней. Двигаясь по практически круговой орбите, экзопланета постоянно находится в зоне обитаемости своей звезды, получая от нее на 15% больше излучения, чем Земля от Солнца. Согласно расчетам, масса Тигарден-Би всего лишь на 5% больше, чем у нашей планеты. Ее радиус отличается от земного лишь на доли процента, а значит и уровень гравитации также близок к привычным нам показателям. Из этого следует, что с высокой долей вероятности внутреннее строение экзопланеты близко к земному. Предполагается, что в ее центре расположено массивное металлическое ядро, окруженное толстым слоем расплавленной силикатной мантии. Внешняя же часть небесного тела покрыта сравнительно тонкой корой из застывших горных пород. Математическое моделирование показывает, что средняя температура Тигарден-Би составляет 28 градусов Цельсия, что на 14 градусов превышает земную. Это означает, что на поверхности экзопланеты возможно существование океана жидкой воды, а температурный режим может быть потенциально комфортен для большинства микроорганизмов. Несмотря на то, что Тигарден-Би достаточно массивна и способна удержать сравнительно плотную атмосферу, метод радиальных скоростей, применяемый для поиска экзопланет, не позволяет нам получить информацию о ее составе. Между тем, от строения газовой оболочки экзопланеты напрямую зависит ее температурный режим. Например, плотная атмосфера, содержащая большое количество метана и углекислого газа, будет создавать сильный парниковый эффект, а густые облака водяного пара, напротив,
отражать солнечные лучи, вызывая похолодание. Также следует помнить, что какой бы оптимизм нам ни внушали параметры этого удивительного небесного тела, есть у него и определенные недостатки. Скорее всего, из-за близости к материнской звезде планета всегда повернута к ней одной стороной, что неизбежно приводит к сильным перепадам температур между освещенным и теневым полушариями. Кроме того, следует учесть, что звезда Тигардена — это красный карлик, а данный класс звезд демонстрирует склонность к внезапным вспышкам. Разброс колебаний ее светимости может доходить до 30%, что оказывает очень сильное влияние на близко расположенные планеты. Тем не менее, шансы на то, что Тигарден-B может быть обитаемой, достаточно высоки. Биологические существа порой проявляют удивительную живучесть, а их возможности к адаптации поражают воображение. Например, защитой от губительного излучения и резких перепадов температур мог бы стать океан. Его верхний слой потенциально способен поглотить космическую радиацию, а течение сгладить температурный контраст. Не исключено, что со временем в теплых глубинах, насыщенных энергией и микроэлементами, могли бы появиться примитивные организмы. Ведь порой жизни нужен лишь крошечный шанс, чтобы развиться во что-то большее. Каждый год астрономы объявляют об открытии нескольких десятков новых экзопланет. За последние 20 лет было обнаружено в сотни раз больше иных миров, чем за всю историю наблюдений. Благодаря развитию технологий ученые постоянно получают в свои руки новые инструменты познания. И вполне вероятно, что совсем скоро в каком-нибудь уголке Вселенной будут обнаружены долгожданные крупицы иной жизни.